Ги де Мопассан, крупнейший французский новеллист, поэт, мастер рассказа с неожиданной концовкой. В стране горбатых приходится или быть горбуном, или, по крайней мере, казаться им. Жизнь гора, поднимаешься медленно, а спускаешься быстро. Нынешние мужчины не любят современных женщин до такой степени, чтобы действительно страдать из-за них. Законный поцелуй никогда не может сравниться с поцелуем украдкой. Мы знаем, что любовь сильна, как смерть, зато хрупка, как стекло. Когда приходит любовь, душа наполняется неземным блаженством. Знаешь, почему? Знаешь, отчего это ощущение огромного счастья? Только от того, что мы воображаем, будто пришел конец одиночеству. Влюбчивые люди подобны пьянице: кто пил, будет пить, кто любил, будет любить. Неблагодарный сын хуже чужого – это преступник, так как сын не имеет права быть равнодушным к матери. Те, кому не довелось испытать поэтическую любовь, выбирают женщину, как выбирают котлету в мясной лавке, не заботясь ни о чем, кроме качества мяса. Кто не уважает себя, тот несчастен, но зато тот, кто слишком доволен собой, глуп. Женщины всегда ждут чего-то иного, не того, что существует в действительности. Ни с чем нельзя сравнить радость первого рукопожатия, когда одна рука спрашивает: «Вы меня любите?», а другая отвечает: «Да, я люблю тебя». Ничего нет ужаснее, как на старости лет окунаться в свою молодость. Мы – вечные игрушки все обновляющихся иллюзий, бессмысленных и очаровательных. Любить можно лишь раз, сердце же может часто волноваться при встрече с каким-нибудь другим существом, потому что люди по отношению друг к другу испытывают притяжение или отталкивание. От всех этих влияний рождается дружба, страсть, жажда обладания, живые и мимолетные вспышки, но отнюдь не настоящая любовь. Для совместной жизни с другим существом нужна не грубая физическая страсть, которая весьма скоро угасает, а сродство душ, характеров и склонностей. У сердца есть загадки, недоступные разуму. Жизнь, не так уж она хороша, но и не так плоха, как многим думается. Когда в разлуке много думаешь о любимых людях, то при встрече ощущаешь некоторую отчужденность до тех пор, пока не скрепятся вновь узы совместной жизни. Гений – это человек, который рождается в провинции, чтобы умереть в Париже.
Моя философия – встречать закат с другом. Мои принципы – встречать рассвет в одиночестве. Мое творчество – проводить день с врагами. Сплетня служит утешением для женщин, которых более не любят и за которыми более не ухаживают. Иллюзии свои оплакиваешь порой так же горько, как покойников. Война, варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают Родину. Мужчина, преодолевший длительное сопротивление женщины, больше всего ценит не ее добродетель, а свое собственное упорство. Мы любим своих матерей, почти не задумываясь об этом, и не осознаем всей глубины этой любви, пока не расстанемся навсегда. Человек часто делает ошибки. Более того, он всю жизнь только и занимается тем, что делает ошибки. Каждый из нас несет в себе лихорадочную и неутомимую жажду бессмертия, каждый из нас представляет собой Вселенную во Вселенной, каждый из нас истлевает весь, без остатка. Наша память – мир более совершенный, чем Вселенная, она возвращает жизнь тем, кого уже нет на свете. Сколько грусти в этом глубоком молчании комнаты, где ты живешь один. Любовь – это единственная радость в жизни, но мы сами часто портим ее, предъявляя слишком большие требования. Люди они как книги, буквы одни и те же, но содержание разное. В жизни нет ничего настоящего, кроме безрассудства любви. Если женщины чего-нибудь не знают, то почти всегда догадываются. Слова любви всегда одинаковы, все зависит от того, из чьих уст они исходят. Дружба между мужчиной и женщиной – отношения бывших или будущих любовников. Два человека никогда не могут проникнуть друг другу в душу, в самую глубь мыслей, они могут идти всю жизнь рядом, иногда тесно сплетаясь в объятиях, но никогда не сливаясь окончательно, и нравственное существо каждого из нас остается вечно одиноким. Когда один из друзей женится, то дружбе конец, навсегда конец. Ревнивая любовь женщины, подозрительная, беспокойная и плотская любовь не терпит прямодушной, бодрой привязанности, той доверчивой привязанности сердца и ума, какая существует между двумя мужчинами. Женщины, которых ласкают мало, неумело или редко, живут, мучимые тысячами жалких забот, тщеславием, жаждой денег, всякими случайностями,
причиняющими столько огорчений. Больше всего страдаем мы в жизни от вечного одиночества, и все наши поступки, все старания направлены на то, чтобы бежать от него. Всякий, стоящий у государственной власти, обязан избегать войны точно так же, как капитан корабля избегает крушения. Писатель может сделать только одно – честно наблюдать правду жизни и талантливо изображать ее. Все прочее – бессильные потуги старых ханжей. Стремление к радости, к счастью, упорно, неистребимо, оно пустило глубокие корни в нашей душе. С помощью письма лучше всего проникать в человека. Черные слова на белой бумаге – это душа нараспашку. Господь дал вам любовь, единственную отраду жизни. Человек добавил к ней флирт, единственное наше развлечение. Ги де Мопассан. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.